Я так рад, друзья. Я открыл нечто новое. Ну вот, мы и видим эти ступени. Они с веток, знаете, прыгают. И все. И очень больно. Можем, в принципе, предположить, что это остатки от обработки блоков, то есть обрезки. Но я подумал, наверное, местный дух хочет, чтобы я его посетил. Ну вот я здесь. Чувствую себя как этот товарищ Сухов в пустыне. А тут посмотрите, какой интересный след. Ух ты, вот такого я не видел. Да, мины есть, конечно. Ну, блин, друзья, если не мы, то кто? То кто еще будет это исследовать? Ох, зато как хорошо в шлеме ползать-то. Можно головой раздвигать кусты. Ух ты, вот это карьерище. Вот это карьерище, друзья. Посмотрите вот на вот это. Вот такого мы не видели нигде и никогда. Знаете, от жары координация ухудшается. А сейчас жарище невыносимое. Короче, ладно, застегивать уже не буду. Шлем надеваю, потому что он выскакивает. Вот из этой вот корзины он выскакивает просто. Вон, видите, плато Кулен во всей своей красе. Вот представьте себе, да? Это все пространство, одна сплошная каменоломня. То есть тут на самом деле везде каменоломни, везде. Но вот то, что я нашел сейчас, да, ее почему-то никто нигде не отметил. Ладно, давайте, мы хотим все-таки еще хотя бы одну сегодня посмотреть. Я уже понял, что планы срываются. То есть я там напланировал много чего, но чувствую, что иначе ролик получится слишком длинный. Поэтому давайте посмотрим еще одну каменоломню. Ну а потом мне придется вернуться еще раз, чтобы доснять то, что я хотел снять. Опс. И вы должны понимать, да, что все это доступно только сейчас, в сухой сезон. То есть, если вы собираетесь приехать в ноябре, да даже в декабре, то будут некоторые сложности с тем, чтобы сюда попасть. Ну, тут понятно, вот я еду сейчас по камням, здесь это не проблема проехать. Но там, где глина, песок, там, конечно, почти нереально будет проехать. Ну, посмотрите, сколько там дыма, я не знаю, вам же видно, наверное, да? На плато Кулен тоже горит все. Это крестьяне выжигают траву. Это, конечно, запрещено законом, но всем плевать. Да, тут одной рукой рулить, конечно, дико некомфортно. Ничего, я уже решил, что сегодня мы все не снимем. Я уже решил, что я сюда вернусь. А может быть, даже и не раз вернусь, и не два. Потому что тут много всего интересного. Ну, а следующая точка, она где-то здесь рядом. Поэтому, в общем-то, еще пару сотен метров, не больше. Если, конечно, координаты верные. Так, а здесь у нас что? Упс. Давайте я вот тут вот встану. Хочу проверить, что там. Боже мой. Фу-фу-фу-фу-фу. Сейчас посмотрим, что там. Тоже, наверное, карьер, я не знаю. Чувствую себя как этот товарищ Сухов в пустыне. Сухов, говоришь.
Сейчас мы поглядим, какой это Сухов. Ну вот, как видите, вода здесь не так-то давно еще была. Да, то есть вот сейчас в разгар сухого сезона это лучшее время, чтобы вот такие места исследовать. Мы сейчас посмотрим. Ну, конечно, следы добычи. Да, тут, слушайте, тут как будто бы и не надо даже на мотобайк садиться, просто иди пешком. А тут посмотрите, какой интересный след. Ух ты, вот такого я не видел. Посмотрите, вот так вот он идет с загибом. Вот так вот, это не случайно, да. Вот это тоже интересное отверстие. Оно прям такое ровное-ровное внутри. Но это не случайность, опять же, да, потому что мы видим вот здесь такое же отверстие. А чем это можно было проделать? Это же очень твердый у нас камень, да. То есть вот этот песчаник у нас, не знаю, ну минимум 5 по шкале МОСа, может быть и 6. Вот чем вот такие вот следы были оставлены. Это как будто же за один раз, да, за один раз. Почему я вот еду к какой-то определенной точке, там мне обещают высоту шага тоже 60 сантиметров, более 60 сантиметров. Ну а здесь я вообще не вижу никаких следов добычи. Либо тут эрозия хорошо поработала, ну, либо да, либо эрозия хорошо поработала. Ну, добывали здесь камень, конечно, да, это видно. И это хорошо видно. Потрясающе. Ого. Вот это да. Вот это да. Фух. Так, сейчас я еще загляну в телефон и проверю, далеко ли ехать, потому что мне кажется, что мы уже... Ай, друзья, вот опять. Вот карьер. Видите? И с этой стороны дороги тоже карьер. А что у нас дорога? А дорога просто плато. Просто каменное плато. И слева, и справа... Ой, голова закружилась. И слева, и справа у нас везде тут следы добычи. Да, мины здесь, конечно, могут быть. Надеюсь, моя жена сейчас не смотрит это видео. Да, мины есть, конечно. Ну, блин, друзья, если не мы, то кто? То кто еще будет это исследовать? Люди-то в массе своей трусливы. Боятся всего, каждого шороха. Мины, змеи, все им страшно. А насколько ценна вообще их жизнь, этим вопросом они не задаются. Ладно, не будем углубляться в философию. Вот они, следы. То есть здесь у нас камень тоже добывали. И вот, пожалуйста, тоже опять такие же следы, да, вот эти вот косые следы по диагонали. Сейчас по-другому добывают песчаник, друзья. Ну, посмотрите вот это вот видео. Вы увидите, как добывают сейчас песчаник. Я там все показал. Ну как, все не все, конечно. Как самих рабочих я за добычей не заснял. Блин, меня какая-то впилась колючка вот в палец. И дико болит. Пофиг. Тут вообще какие-то странные следы. Непонятные. Ну вот, слабоумие и отвага, вот наш девиз. Поэтому я сейчас посмотрю в телефон, да, и мы зайдем еще на одну каменоломню, которую все-таки ученые отметили на своих картах. Так, ну, суть по карте, там недолго ехать, я не знаю, правда, найду ли я его. Потому что он как-то там так указан интересно, как будто спрятан. Ну, то есть никакой тропинки я там не нашел. Вот. На спутниковых картах. Но это не значит, что ее нет. Тут иногда на спутниковых картах тропинка есть, а ее уже нет. Ну, будем надеяться, что здесь наоборот. Да,
друзья. Так это один сплошной карьер. Тут я везде вижу следы выработки. Упс. Надо бы завести себе вторую камеру, которую прицепить на шлем. И все. Потому что водить одной рукой это непродуктивно, черт возьми, слишком медленно. Ну, хотя нам тут и разгоняться особо нельзя, потому что мы уже почти приехали. Да, друзья, обязательно подпишитесь на телеграм-канал Друг Аркадий «Пища для ума». Ссылка есть в комментариях, простите. В описании канала, в описании к видео. Это вот это, да? Я так понимаю, это вот это. Потому что я там буду писать статьи про камни, про карьеры. Я не могу вам сейчас всего рассказать по причине того, что у меня уже голова кипит. Мне бы показать вам. Ух ты, вот это карьерище. Вот это карьерище, друзья. Этого мы еще не видели. Ой, ой, ой. Какой-то запах странный здесь, знаете, чем пахнет? Овечьим сыром. Нет, козьим. Не овечьим, а козьим сыром пахнет. Я не знаю, в чем дело. Откуда такие запахи? Так. Можно я здесь оставлю? Потому что... Фух. Ой ты, ёшкин кот. Да тут... Я не знаю, друзья. Ого. Что это? Ничего не понимаю. Смотрите. Посмотрите на этот срез. Посмотрите. Ой, чуть не упал. Я пока ничего не могу сказать, потому что я маленько в офигевании сейчас нахожусь. Запахи тут какие-то реально потрясающие. Вот это что ли пахнет, я не понял. Ага. Знаете, чем это пахнет? Чеснок, еще что-то. Я не знаю. Так, эксперты призываются в чат. Что это за растение? Пахнет чесноком и чем-то вот таким очень азиатским. Почему-то Таиланд мне напомнило по запаху. Вот это и есть этот запах, как будто бы козьего сыра, да. О, у меня теперь перчатки пахнут этим растением. Надеюсь, оно не ядовитое, черт возьми. То этими перчатками глаза трогаю. Ходим, ходим и ничего не видим. Нам надо попасть вон туда, аж вдаль. Я не знаю, пешком или на мотобайке. Я хочу сначала здесь оглядеться и посмотреть, что тут есть вообще интересного. Ну что, друзья, уже полные ботинки колючек. А где мой мотобайк? Я его даже не вижу, я уже так далеко ушел, что он уже где-то за горизонтом скрылся. А вон он там стоит, вижу. Так, фак, как же больно.
Какие-то колючки понавпивались мне в носки и прям грызут мои ноги. Ой, господи. Что вы надоели-то, колючки. Давайте здесь посмотрим, в конце концов. Так. Ну там вот я вижу, конечно, следы добычи. Вот там. Ну, это, мне кажется, не так интересно, как вот это место. Мне прям очень сильно туда тянет, я не понимаю, что там. А этого мы уже всего видели вдоволь. Тут на всех блоках везде я вижу вот эти вот полосы. То есть тут прям тоже был гигантский карьерище. Давайте попробую все-таки как-то я на мотобайке подъехать поближе. Получится или нет, не знаю. Вот здесь я вижу, видите, крестьяне что-то пахали. Они что-то здесь высадили, судя по всему. Вот. Я не знаю, что вот это. Может, это кэшью? Я понятия не имею, что это. Ладно. Давайте сейчас попробуем поближе подобраться к тому месту. Может и получится, может и нет. Ну, не получится, значит, пешком пойду. Камера опять перегрелась, она не успевает у меня остыть. Сейчас пока еду, надеюсь, она остынет, поэтому я не буду снимать, как я буду ехать. В общем, пришлось мне ехать в объезд, потому что я попытался там проехать. В общем, нет никакого проезда. Снимать было тоже невозможно, потому что камера перегрелась. А жаль, потому что дорога была очень экзотичная. Впрочем, здесь тоже сейчас вот я попробую поснимать одной рукой. Не знаю, что получится, смотрите. Здесь вообще вот. Вот с таких ступеней надо съезжать. Так сказать, реклама Honda Dream, да? Ну, Honda Dream проедет везде, где проедет эндуро. За исключением каких-то там глубоких глинистых луж, да? Там у вас могут возникнуть проблемы. У меня один раз свечу залило. Фак, колючкой зацепился. Вот, а в целом, видите, у него коробка не автоматическая, поэтому можно тормозить двигателем. Вот как сейчас я еду спокойно на первой передаче, да, и он сам себя тормозит. А я просто сижу, наслаждаюсь жизнью и рулю одной рукой. Колеса, кстати, поменял, мне теперь по песку стало ездить комфортнее, но все равно второй передачи вытягивает. Мне не нравится ездить по песку. Поехали на первой. Песок глубокий, зараза, колеса в него зарываются. Ну, он все равно проедет. Медленно, но верно. Вот. А на мотобайке с автоматической коробкой вы тут, конечно, замучаетесь. Я ездил по таким дорогам на автомате. И после того, как купил Honda Dream, я понял, господи, зачем же я так мучился-то до этого. Honda Dream, кстати, он дороже подержанный. То есть при покупке новый он дешевле, а подержанный он дороже. Там, кстати, справа тоже была каменоломня, я видел. Но мы сейчас хотим добраться, наверное, все-таки туда, да? Вот в те места, я не знаю. Вон там дорога уходит налево, наверное, она нас приведет. Подождите, давайте я все-таки быстренько одним глазом гляну, даже шлем снимать не буду. Что там? Фу. Даже шлем, говорю, снимать не буду. Это я, конечно, зря. Ладно, все уже. 2 минуты. Ничего не решаю. Значит, пока едешь, даже если медленно едешь, оно все равно еще как-то более-менее. Фу, только остановишься, сразу жара. И тут еще пейзаж такой, видите, черный. Он прям дышит жарой. Здесь какое-то возвышение вообще. Так, ну давайте посмотрим, что там. О, зато как хорошо в шлеме ползать-то. Можно головой раздвигать кусты. Ой, ну здесь мы ничего не увидим. Вон там где-то впереди что-то такое есть. Но мы уже такое видели. А здесь опять отвалы. Отвалы, состоящие из обломков.
Причем интересно, такой розоватый цвет. Знаете, я тут выяснил, оказывается, что вот такой розоватый оттенок, я просто раньше думал, что это розовый песчаник. Оказывается, при воздействии очень высоких температур, ну то есть вот не от солнца, а воздействие очень высоких температур, якобы песчаник может приобретать вот этот розоватый цвет. Вопрос, что за температуры? Ну, это я только недавно выяснил, поэтому я вот вам просто сейчас сказал, да. А за подробной информацией по всем этим вопросам, пожалуйста, в мой телеграм-канал. Потому что, как я уже много раз говорил, да, когда я снимаю, я не в том состоянии нахожусь, чтобы вспоминать детали. Тем более не моих научных работ, да. Так, ладно, я, с вашего позволения, не буду здесь сейчас снимать, вы уже поняли, что мне все это дается нелегко. Сейчас вот я спущусь, там я вижу уже даже камней нет, повернем налево и вот как-то попытаемся подобраться к тому месту, которое обозначено было в научном исследовании. Там действительно что-то интересное, похоже. О, кстати, посмотрите, здесь у нас вода течет. Вот это вот следы водной эрозии. Вот они. Видите, то есть тут у нас, оказывается, течет, наверное, река во влажный сезон. Просто сейчас все пересохло, вот кругом водная эрозия. А может быть, когда-то текла. Я во влажный сезон сюда не поеду проверять, не надейтесь. Ну, скорее всего, течет и сейчас, потому что вот, посмотрите на это. Ну вот. Вот. Видно, что это совсем еще недавно была влажная земля. Ладно, поехали дальше. Так мы никогда не доберемся, если будем на каждом углу останавливаться. Нам куда-то туда надо, я ни одной дороги не вижу. Ничего не вижу вообще. Ну, как-то попадем, наверное, все-таки. Друзья, случилась непредвиденная ситуация. Сижу я, значит, вчера на монтаже. Монтирую вот этот вот ролик. И вдруг выясняется, что у меня пропали файлы именно вот с этой вот каменоломни, куда я сейчас так упорно направлялся. Поэтому сегодня с утра я схватил вещи, оседлал своего боевого коня. Ну и поехал снимать для вас снова эту каменоломню. Думаю, что в этот раз получится даже лучше, чем было в прошлый, потому что я там так мучился, так искал проход. А сейчас я уже примерно понимаю, куда идти. Так что буквально через пару секунд мы с вами снова увидимся там, где мы расстались. Так, ну вот я добрался до точки, где прервалось мое повествование. Вот до этого вот выхода песчаника. Вот сейчас давайте по нему и проедем. Одной рукой. Как обычно, цирковое представление. Кстати, видите, у нас тут дождик был. А я даже не знаю, такое ощущение, что он здесь был вчера. На самом деле у нас в городе он был позавчера. Но я не знаю, неужели вода осталась. С того времени не высохла. Странно, конечно, что идет дождь с одной стороны. То есть сейчас у нас начало марта. Вот, а уже дождь. Это какой-то вьетнамский тайфун на самом деле. Его отголоски доходят до нас. Ну и немножко дождя мы тоже получаем. Вот такой вот интересный здесь выход. Сейчас мы по нему прям проедем. Вот видите, чем хорош мой Honda Dream? Тем, что им можно управлять одной рукой. Вы попробуйте-ка вот по такой дороге проехать на мотобайке с автоматической коробкой. Управлять одной рукой у вас ничего не получится. Знаете, чем еще хорош Honda Dream? Тем, что тут можно спокойно использовать тормоз на переднее колесо. Не блокируется. То есть такое ощущение, что это как будто АБС. Я спокойно еду и везде на песке, на камнях, везде спокойно торможу передним колесом. И на удивление ни разу не было никакого заноса, никаких проблем. А вот с задним, кстати, бывает. Заднее бывает блокирует. Вот мы и приехали
общем, я здесь уже был, как вы понимаете, да? И сейчас я примерно уже знаю, куда идти. А один момент только, я не знаю, куда поставить мотобайк, потому что тут кругом солнце. Видите? Ай, плохо дело. Ладно, оставим его здесь. Фу, ну приехали. Сейчас будем искать дорогу к этой чудесной каменоломне. Она действительно обалденная, там такие большие ступени. Слушайте, это вот пока что самая потрясающая каменоломня из всех, которые я здесь видел. Ну, надеюсь, что не самая потрясающая в итоге будет. Надеюсь, что в итоге мы еще что-нибудь интересненькое увидим. Голова мокрая, как я не знаю что. Вот здесь, кстати, тоже находится каменоломня, но к ней мы подойдем потом, в самом конце. Давайте сейчас сначала самый сложный этап. То есть нам нужно попасть на ту сторону вот этого вот холма. Но этот холм, судя по всему, и есть древний выход песчаника. Сейчас я возьму с собой еще рулетку. Так, ключ. Ладно, так и быть, заберу. Хотя людей здесь, конечно, нет и не бывает. Но вот интересно, да, тут бутылку повесили. Я так понимаю, повесили именно с той целью, чтобы показать, что вы приехали, что то, что вы ищете здесь, то есть каменоломня. Ну, молодцы, молодцы, ничего сказать. Ладно, пошли, друзья. Так, если бы я еще знал, где здесь идти безопасно, ну вы же понимаете, да, что вот эти места, где я сейчас нахожусь, они на самом деле очень опасны. То есть тут может быть очень много мин, поэтому, когда я нахожусь в таких местах, где саперов еще не видели, а красные кхмеры здесь бузили до начала 2000-х, наверное, да? Я не знаю, когда точно отсюда их изгнали, может, еще в 90-е, но, в общем, времени им хватило, чтобы все загадить минами. Вот. И мины до сих пор, конечно, очень большая проблема Камбоджи. Так, наверное, нам надо идти туда. Здесь, смотрите, как вода выела вот такую вот дыру в песчанике. Конечно, тут во влажный сезон, представляю себе, наверное, везде вода течет. Я сюда во влажный сезон не поеду. Поэтому, если вы приедете во влажный сезон, то сюда, если захотите попасть, то только на джипе. Да, поездки на джипах я тоже предлагаю. Это довольно дорогое удовольствие, но оно того стоит, потому что если вы не хотите ехать на мотобайке, то джип порой является единственной возможностью куда-то добраться. Так, я не помню, как я шел в прошлый раз. Фух, давайте попробуем забраться. Я так не шел точно. Но, ох, этот запах. Этот запах. Ух ты, тут какое-то углубление. И там как будто бы до сих пор еще вода. Да, здесь я точно не шел. Наверное, даже не стоит пытаться. Эти будем обходить. Снимал тогда, жарища была, а сейчас тоже жарище, кстати. Сейчас времени уже 10:30 утра. То есть жара начинается. Ну как, где-то к 12 будет максимум. Я не знаю, сколько сегодня нам обещали. Ну, надеюсь, не больше 35. Красивые здесь какие травы растут. Вообще природа, конечно, в Камбодже удивительная. И она еще такая дикая, знаете, до сих пор. А тут некое подобие тропинки, кстати, ура. Наверное, я так и шел в прошлый раз. И вот это все выбранный камень на самом деле. На самом деле это все выбранный камень. Потрясающе. Но все равно ничего не бьется. Я тут занялся математическими расчетами и выяснилось, что не бьется, в общем-то, ничего. Ну, найдено на данный момент около 150
этих каменоломен. Но если посчитать, сколько там было добыто камня, то окажется, что даже Анкор-Ват не построить было бы из этого камня. Ну, предполагает, конечно, наличие значительно большего количества этих каменоломен, но все равно очень сложно все это совместить. На самом деле, вот так вот, если по грубым подсчетам, для строительства Анкора, ну, только Анкора, ну, учтите, это не Анкор-Ват, я имею в виду, да, а Анкор. Анкор – это город, да, в котором находится что-то около сотни таких больших каменных объектов. Конечно, Анкор-Ват самый большой, но и кроме Анкор-Вата там есть приличных размеров комплексы, как Тапром, Бантейк-Дей, Приакан, ну и так далее. Ну вот, в принципе, где-то 40 миллионов кубометров камня должно было быть использовано для строительства только Анкора. Но если учесть, что камень из этих каменоломен мы находим и в других местах Камбоджи, то его должно было быть добыто еще больше. Ну, даже 40 миллионов кубометров – это и то очень много. И здесь мы просто не видим следов такой масштабной добычи. Вот в чем проблема, друзья. Мы не видим следов масштабной добычи. Так. Это обломки, это не спилы. Да, так как песчаник у нас довольно-таки ровно обламывается во время эрозии, например, да, такие ровные, получается, как спилы, как будто бы. Но на самом деле нет. Надо всегда внимательно смотреть. В принципе, вблизи, конечно, спил от скола отличить легко. Так, ну, где-то мы уже почти у цели. Да, нелегкая эта работа. Искать каменоломни. Так вот, друзья, если вы собираетесь в Камбоджу, то обращайтесь непременно ко мне. Я вам организую поездку многодневную по не только храмам Анкора, но и по всяким таким местам, куда обычные туристы не попадают. Так, вот там я уже вижу следы добычи. Давайте все-таки к ним подойдем. Вон там они, видите? Вот они. Фух. Когда берешься. Смотрите. Ух ты! А вот это-то что такое? Друзья, посмотрите вот на вот это. Вот такого мы не видели нигде и никогда. Это как будто бы след от босса. Помните боссы? Вот эти вот торчащие конусообразные, безобразные выступы в блоках. И я все думал, а где же в каменоломнях эти следы боссов-то? А сейчас вот смотрю и думаю, а это не след босса? Неужели я нашел? Слушайте, ну блин, я даже не знаю. Смотрите здесь, как интересно. Тут вот только один такой след мы видим. Вот интересного инструмента, кто за один проход оставил этот след. Причем непонятно даже с какой стороны, отсюда или отсюда. А здесь, ну здесь уже все патиной покрылось. Соответственно, это уже процесс, который происходил очень давно. Вот это интересно. Но тут высота не очень большая, кстати. Так, ну что ж, хотелось бы найти еще один такой след. Неужели это оно? Не верю своим глазам. Я всегда говорил, что в каменоломнях мы никаких следов боссов не видим. И вот я вижу впервые. Впервые. Да, друзья, снимать тяжело. Я уже весь мокрый, смотрите на мою рубашку. Пот в глаза течет. Ну я так счастлив, я так рад. Ух ты, а я еще нашел, смотрите, что я нашел улей. Так, надо отсюда валить. Сейчас я вам быстро покажу. Я не знаю, близко не хочу подходить, потому что они меня атакуют.
там не пчелы, там какие-то другие существа. Посмотрите, какой они себе улей тут сплели. Ну и сейчас смотрят на меня, наверное. Ага, я лучше пойду отсюда. Чего бы им было не занять вот эту дырочку, да, не знаю. Ну вот следы добычи здесь везде. Да? Такие же диагональные, каким-то скребком непонятным, гребенкой какой-то выбранной. Ух ты. Ну давайте дальше смотреть, что тут есть. А нет, давайте вот поднимемся наверх. Кстати, вот в прошлый раз я сюда не попал, я не знаю почему. В прошлый раз я был в другом месте, которое я до сих пор не могу найти. А, вон оно. Вон оно. Я немного не так шел. Так что на самом деле даже неплохо, что у меня пропали те файлы. Мы бы не увидели след от босса. Так. Все это прекрасно. Но нам туда, наверное, никак не попасть, да? А вот здесь пройдем. Фу. Колючки цепляются. Слушайте, ну это опять не то место, где я был в прошлый раз. Что-то все какое-то заколдованное. Как-то все слишком заколдовано, друзья. Давайте посмотрим с этой стороны. Да, не так уж и легко, как видите, искать все эти каменоломни. Там еще кто-то в кустах ползает. Следы, видите, везде самые разные такие вот. Чуть ли не на каждом из блоков. Ой, чуть ли не на каждом из осколков, скажем так. Здесь у нас опять все выжгли. Местные крестьяне зачем-то здесь все выжигают. С какой целью, я не знаю. Я понимаю, когда на полях они что-то жгут. Зачем они жгут здесь? А Б, где же каменоломня-то, на которой я был? Я ее не вижу. Тут это уже как-то странно, друзья. Что за чертова мистика-то? В прошлый раз я прям вот пришел и все, и был там. В этот раз я иду, а ее нигде нет. Загадка. Загадка. При том, что у меня на самом деле все в порядке с топографией, с ориентированием, со всем этим, да? И я отлично помню, где это находилось. Теперь этого нет. Мистика, мистика. Вообще Камбоджа страна очень такая мистическая, я вам скажу. Так, други мои. В прошлый раз я был там и смотрел вот в эту сторону. И видел отчетливо огромные ступени. А теперь я ни черта не вижу. Вот зато нашел след от босса, но не более того. Не могло же тут за буквально несколько дней все зарасти. Я, конечно, понимаю, дождик прошел, и я заметил уже, что колючки оживились. Такие прям свежие, зеленые, их стало значительно больше. Да, друзья, ладно, пока ищу, расскажу вам немножко о том, как стоит приезжать в Камбоджу. Ну, желательно хотя бы на 5 дней, потому что дня 3 у вас уйдет только на изучение Анкора. Многие люди думают, что Анкор-Ват – это и есть Анкор. А Анкор-Ват – это всего лишь один комплекс, который смотрится маленькой песчинкой на карте всего Анкора. То есть представьте себе, сколько здесь... Ага, вон как. Меня колючка зацепила прям жестко. Представьте,
сколько там самых разных комплексов. То есть минимум 3 дня у вас уйдет на анкор. Ну, а еще 2 дня на другие интересные места. Я нашел. Я пришел, но только мне сейчас придется вернуться, потому что у меня перегрелась камера, и нужно будет ее охладить в холодильнике. Что делать? Фу, ну, благодаря моей любимой жене Яне камеру я охладил. Да. Яна подарила мне замечательный холодильник полевой, с которым я теперь путешествую. Сейчас еще попью водички и посмотрим на эту каменоломню. Жарище невыносимое. Кстати, вода Кулен, да, добывается как раз здесь, возле плато Кулен. Самая вкусная вода в Камбодже, всем рекомендую. Так, бутылочку тоже в холодильник и вперед.